Мы сейчас поговорим про еще одно странное решение МВД России. Они объявили в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Ранее против него возбудили уголовное дело за призывы к развязыванию войны и возбуждение ненависти, распространение фейков о российской армии. Ну и по версии следствия, Гордон все вот это вот в прямом эфире украинского телеканала сделал. Предложил начать против России агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Это прям цитата из карточки МВД России. И с нами, собственно, на связи сам Дмитрий Гордон, страшный преступник по версии российских властей. Дмитрий, Добрый здравствуйте. вечер. Добрый вечер. Да, как вы можете прокомментировать вообще это? Какое сообщение вы можете передать? Вот считайте, что мы ваши почтальоны, которые передадим ваши сообщения Колокольцеву и Бастрыкину. Что бы вы им сейчас сказали? Не знаю, сижу с описанными штанами, сходил под себя уже пару раз. Вы знаете, на мою страну напала фашистская, агрессивная, хамская, скотская Россия. Напала на мою страну. Россия бомбит наши города, убивает мирных жителей, стариков, детей. Бомбит, стирает с лица земли наши города вообще. Мариуполь, Харьков и так далее. Винницу, Киев бомбит. Одессу, Николаев. Россия вытворяет жесточайшие преступления против человечности. Посмотрите, Буча, Херсон, Ирпень, Ворзель. Как мирных жителей ставили на колени со связанными руками и стреляли им в затылок. За что? За то, что они украинцы, за то, что они любят свою страну. Как такое возможно в 21 веке? И что думали российские эти кремлевские вожди, что я, имея самые большие платформы в стране, не только в Украине, а и во всем русскоязычном мире, у меня более 10,5 миллионов подписчиков, только подписчиков. И что они думали, что я, будучи патриотом своей страны, человек, рожденный в Киеве, влюбленный в свою землю, буду молчать, не буду называть фашизм фашизмом, фашистов фашистами? Да это исключено. Весь смысл жизни человека состоит в том, чтобы говорить правду и доносить эту правду до миллионов людей. В моей жизни смысл в этом. Поэтому, конечно, им это не нравится. Конечно, они пеной исходят. Но пусть подавятся, пусть поцелуют меня в задницу, я не знаю. Пусть делают, что хотят. У меня есть мои приоритеты. Это моя страна, это моя семья. А моя семья — это моя страна. Это одно и то же. И я буду говорить правду столько, сколько это будет необходимо для того, чтобы эта нечисть убралась из моей Украины. Дмитрий, Они открыли уголовное дело по 3 или 4 статьям. Они официально внесли меня в реестр, в список террористов и экстремистов. Сегодня они меня объявили в розыск. Да пошли они в жопу. Дмитрий, я хотел просто, чтобы вот мы все зафиксировали, и наши зрители, и в принципе, чтобы это осталось в истории. Вас обвиняют, вот сейчас будет цитата, начать против России агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Вы говорили что-то про использование ядерного оружия против России? Я говорил о том, что если Россия попытается только использовать ядерное оружие, ее сотрут с лица земли. Вот об этом я говорил. Правильно, нечего баловаться с ядерным оружием. Потому что это обезьяна с гранатой. Ну что эта обезьяна думает, что если у нее есть граната, у других гранаты нет? Более сильной, чем у этой обезьяны, есть. Вот это я говорил. Дмитрий, очевидно, что на самом деле корни этого обвинения, безусловно, довольно абсурдного. В общем, этих обвинений в сторону самых разных журналистов мы уже слышали и получали, в том числе в свой адрес неоднократно. Это вопрос свободы слова. Вы, очевидно, живете в несколько более демократичном и либеральном государстве, чем Россия, и как журналист можете себе позволить значительно больше, в том числе высказывать мнение, что Россию сотрут с лица земли, и вам по украинским, например, законам ничего за это не будет, никакого такого преступления в этом нет. Вы высказываете свое мнение. И все-таки, как вы считаете, что сейчас в Украине происходит с журналистикой, раз мы слышим вот буквально пару недель назад новости о том, что закрывают очередную пачку телеканалов?
закрывают телеканалы Рената Ахметова. Не могли бы вы для нас объяснить, что такого с ними произошло, что такого страшного они сделали, что нужно сейчас лишать украинского зрителя большой и серьезной площадки? Но Украина не несколько более свободная. Украина свободная страна, в которой торжествует свобода слова. Что касается закрытия, это не совсем закрытие, это не власть сделала. Власть придумала закон об олигархах, против так называемых олигархов. И одним из условий, чтобы человека не считали олигархом, является то, что у него не должно быть своих медиа. Поэтому, поскольку отсрочки в связи с войной для продажи медиаактивов не было дано никому, Ренат Ахметов, который являлся владельцем самых мощных, самых уважаемых, самых крупных телеканалов, ему ничего не оставалось сделать, кроме как вернуть лицензии государству и прекратить вещание этих каналов. Дмитрий, я хотел вас еще спросить, пользуясь случаем, что вы вышли к нам в эфир, мы уверены, что вы общаетесь с многими источниками в абсолютно разных структурах украинской власти, как журналист, как один из самых медийных и самых известных журналистов в стране. Вы не скрываете, что у вас есть масса близких знакомых в правящих кругах Украины? Да, и мы ломаем себе голову уже довольно продолжительное время с разными политологами про те самые отставки в службе безопасности Украины. И Генпрокуратуры. И Генпрокуратуры, конечно. Есть ли у вас какие-нибудь, может, инсайды про это? Вы знаете, позиции председателя службы безопасности Украины и генерального прокурора Украины – это зона ответственности лично президента Украины. Президент предлагает кандидатуры на эти посты, президент отзывает кандидатуры на эти посты людей, которые занимали эти должности. Я думаю, что у Владимира Александровича Зеленского есть причины для того, чтобы люди, занимавшие эти должности, больше их не занимали. Если бы это было мирное время, он бы, наверное, рассказывал о причинах. Сегодня время военное, к тому же это специфические посты. Я думаю, поэтому причины он раскрывать не будет. То есть вы имеете в виду, что здесь есть серьезный фактор как бы государственной тайны, возможно, или военные даже тайны. И поэтому ни вам неизвестно, а если бы было известно, вы бы не рассказали. Нет. Так хотите сказать. Хорошо, я вас понял, да. Ну что, я хотел задать, Дмитрий, последний культовый, наверное, вопрос. Вот прям я большой фанат этого фрагмента. Дмитрий, как вы думаете, какие условия были бы, если бы вы все-таки попали в тюрьму в России? Барак Обама. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Дмитрий Гордон, журналист, был у нас в эфире. Спасибо за вашу позицию. Спасибо, что уделили нам время. И поздравляем вас, наверное, с очередным признанием на территории Российской Федерации. На самом деле объявиться в розыск в России — это тоже некоторое достижение, в том числе и для журналиста. Спасибо большое. Дмитрий Гордон прямо сейчас был в эфире программы «Воздух».